Привет, ребята! Это датчик Subaru педали тормоза. Аналогичные датчики устанавливаются на многих автомобилях, и конструктивно они в принципе идентичны. Это два датчика, этот оригинальный, который отработал 12 лет на автомобиле. А вот этот вот я купил ему на замену, китайский, который отработал недели две, может быть 3, и сдох. Симптомы. На тормоз нажимаете, стопори не загораются. Если у вас автоматическая коробка переключения передач, то у вас не будет щелкать селектор КПП в положении паркинг. Вот вы, допустим, завели машину, нажали на педаль тормоза, а селектор переключить не можете. Потому что за это отвечает вот этот датчик. Если стопори у вас не загораются, за это тоже отвечает этот датчик. Он конструктивно, в принципе, очень простой. Этот датчик, тут он просто, самый-самый дешевый, и из медного здесь только вот это. И я даже не стал с ним ничего делать, он у меня просто как образец. Этот стоил 160 рублей, сколько лет, наверное, 4-5 назад. Этот новый датчик такой же я купил за 600 или 700 рублей, оригинальный. Чем отличается от китайского оригинальный? Даже тем, что здесь все медное, медные усики, медная вот эта пластиночка. И на этой медной пластиночке видно, наверное, два серебряных пятака. Причина выхода этого датчика из строя, они просто подгорели. Симптомы были в течение, наверное, 2 месяцев. При нажатии на педаль тормоза все реже и реже начинал загораться стоп-сигнал. Соответственно, селектор КПП тоже все реже и реже отщелкивал. Через 2 месяца, уже под конец, из 20 нажатий на педаль тормоза, то есть он мог один раз сработать, а мог не сработать вообще. Его можно реанимировать. Он у меня, получается, пока шел оригинальный датчик, новый. И пока стоял вот этот, я вот этот разобрал, и оказалось, что пятаки тут подгоревшие. Чтобы это исправить, берем такую наждачку. То есть, чем меньше, тем лучше. Берем самую меленькую наждачку, желательно, конечно, взять нулевку, но у меня нулевки нету, так чуть побольше нулевки. И делаем следующее, то есть, серебряный пятак у нас получается, вот он снизу. Берем наждачку, вот этой стороной засовываем сюда, и вот так вот. Потом вытаскиваем, переворачиваем и вот так вот делаем. То есть зачищаем с обоих сторон, убираем 10-летний нагар и вторую сторону точно так же. Оп. Перевернули. И все, и получается пятаки чистые, даже блестят. И получается вот так вот чпокс. Капнуть клеем здесь, прям чуть-чуть, чтобы он держался. Все, его ставите на место, и он дальше работает. Вот чем отличается оригинальный датчик, который стоил 800 рублей. Сейчас он, наверное, стоит 1500, даже 2. А этот датчик стоил 150 рублей. Сейчас он может стоить рублей 500. Тут я, честно сказать, жалею о покупке вот этого датчика, потому что, по сути, это просто мусор, который он и не отработал нифига, и весь кривой, и подгорел очень быстро. То есть, серебром тут, естественно, и не пахнет. Что ж, ребята, всем спасибо, всем пока.